Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами поделимся самой актуальной информацией на 1 февраля 2022 года. Уделим внимание народному празднику в этот день, что ни в коем случае нельзя делать в этот день, а также обязательно ни в коем случае не одевайте одежду этих цветов, чтобы не привлечь беды и проблемы в свою жизнь. Далее более подробно мы об этом всем поговорим. Оставайтесь с нами и досмотрите это видео до конца. Всем приятного просмотра! Итак, друзья, 1 февраля, и мы все с вами будем отмечать народный праздник Макарьев день. В церковном календаре это день почтения памяти преподобного Макария Великого. Другие названия праздника этого дня: Макар Весноуказчик, День Макария, Макарий Великий или Макар Ясный. И как мы уже сказали, одно из названий этого дня – Макар Весноуказчик. И это говорило о том, что в этот день можно было определить погоду, которая будет этой весной. И, как правило, она полностью совпадала с 1-февральской погодой. Макарий – это был целитель болезней, всяких недугов, болячек. Поэтому 1 февраля обычно женщины ходили к травникам, чтобы те дали целебные травки. Их заваривали и пили всей семьей. И, как правило, основными составляющими такого целебного чая были шиповник, душица, зверобой и кипрей. Для приготовления полезного напитка обязательно набирали родниковую водичку, гасили в ней тлеющую лучину из осины и таким образом бодрили воду. Пили чай с малиновым вареньем или медом. И существовало даже такое народное поверье, что это снадобье придавало сил и избавляло от болезней, если таковые были. Как правило, наши предки самовар ставили еще утром и раздували его валенком. Считалось, что целебный дым поднимается и все болезни уносит. Валенок надевали, чтобы потом полезным паром ножки побаловать. И чтобы в семье царили достаток и взаимопонимание, в этот день топили печь по-особенному. Как? Готовили заранее дрова, сушили их и лучину отщипывали. Их клали в печь и ждали, когда они одновременно загорятся. Все должны были подойти к печке и как бы взять оттуда огня и бросить в дом. Конечно же, 1 февраля, в Макарьев день, необходимо было зайти в амбары, в сараи и пересмотреть, с чем осталось зимовать. Только не считать нужно было количество банок и горшочков, иначе пересчитанные скоро будут съедены. Запасы нужно было просто переставить местами, перебрать, протрусить, перемешать. Тогда их точно до весны хватит. В Макарьев день не принято было в дом пускать чужих людей, поэтому каждый открывал двери своим ключом. Если хотелось кого-то приблизить к своей семье, то давали и ему ключ, и считалось, что он навсегда останется в этом доме. Женщины 1 февраля проводили различные магические ритуалы. В частности, читали магические слова от всяких болезней, в том числе и энергетических, насланных как на человека, так и на животное. А именинники 1 февраля празднуют Анита, Антон, Арсен, Арсений, Генри, Ефим, Игнатий, Луиза, Макар, Марк, Николай, Петр, Сава и Федор. Поэтому мы поздравляем с именинами. И те, кто родились 1 февраля, были всегда легки душой, отличались веселым нравом, бурной фантазией и разговорчивостью. Ну а в качестве талисмана им подходит алмаз. И вы знаете, в этот день, 1 февраля, наши предки верили, что самое главное, что нельзя было делать в 1 февраля, Макарьев день, это надевать одежду черного траурного цвета.
Эта примета появилась потому, что святой Макар был вестником приближающейся весны, которую нужно было встретить весело и радостно. Если же ослушаться данного запрета, то и тепло не скоро придет, а значит, год будет неурожайным и голодным. Нельзя было 1 февраля и тяжело работать, иначе весь год проведете в бесполезном труде. Однако, если нет возможности устроить в этот день выходной, то перед тем, как приступать к работе, надо выпить 3 глотка святой водички и утереть рот изнаночной стороной нательной рубахи. Запрещается в Макарьев день вышивать, шить и вязать. Работа не будет спориться. Рукодельница только время и нитки переведет, да неприятности притянет к себе и своим близким. Нежелательно было 1 февраля пить чай в одиночестве весь год, иначе будете одни. Кроме того, на Макара хозяйка должна была приготовить и особенный чай, который состоял из таких трав, как душица, зверобой, иван-чай, шиповник, и обязательно этот чай нужно было приправить медом. Тогда в доме будет царить и любовь, и гармония. Также обращаем ваше внимание, что именно 1 февраля ни в коем случае нельзя было пить сырую воду, иначе наши предки считали, что можно очень сильно заболеть. Воду надо заменить травяным чаем, тогда ни одна болезнь не пристанет, а то, что есть, тут же уйдут. Запрещалось народными приметами и стирать детские вещи, иначе считалось, что ребенка сглазят, поэтому стирку желательно перенести на другой, более безопасный день. Нельзя было 1 февраля и стричь волосы, особенно деткам. Примета гласит, что стрижка негативно скажется на судьбе, так как вместе с волосами сегодня отрежутся все радости, счастье и удача. Нельзя в Макарьев день было грубить и сквернословить. Может начаться настолько болезненный стоматит, что невозможно будет и слова сказать или что-либо съесть. И вы знаете, 1 февраля, когда вы будете переступать порог своего дома, обязательно скажите такие слова: «Из дома выхожу барином, а вернусь сюда боярином». При этом вы это можете делать столько раз, сколько вы будете выходить и заходить. Если в этот день вы не идете на работу и вы планируете выйти в вечернее время, в любом случае найдите повод, чтобы обязательно выйти, переступить порог своего дома и сказать эти магические слова. И вы знаете, таким образом считалось, что можно заговорить себя от слабоумия и других болезней, а также привлечь в дом богатство. Как мы уже говорили, сегодня не стоит обрезать волосы, с ними уйдет и удача. А вот запрета на покраску шевелюру в этот день в народе никаких примет нет. Также в этот день, 1 февраля, не следует заниматься и тяжелым физическим трудом. А вот чай, выпитый в чужом доме 1 февраля, дает 3 силы. Но только мало кто знает, что в Макарьев день нельзя пускать чужого человека, то есть не своего, иначе он заберет счастье из него. Также, друзья, нельзя в день впускать тех людей, которые вам не знакомы или мало знакомы, потому что иначе весь месяц придется переживать за то, что может произойти в вашей жизни. Друзья, вот такой у нас с вами день, 1 февраля, первый день месяца по народному календарю. Ну а далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 1 февраля 2022 года. По лунному календарю у нас с вами 21, 29, 1 и 2 лунный день. Обращаем ваше внимание, что у нас сегодня с вами новолуние, и новолуние произойдет в знаке зодиака Водолей. И вы знаете, в какой-то степени сегодня придется многим считаться с тем, что этот день самый опасный и из всех сложных дней лунного месяца, потому что в это время наступают дни Гекаты, черные безлунные ночи. Да, наступило новолуние, и луна у нас не просматривается на небосводе.
С другой стороны, сегодня у нас с вами новолуние, поэтому день будет в какой-то степени энергетически насыщен. Причем энергетика этого дня достаточно тяжелая, с другой стороны она нестабильная, поэтому так важно, чтобы каждый из нас умел управиться с ней. Вы можете почувствовать, как в вас поднимаются и темные стороны вашей личности, вашей души, и светлые. Очень трудно будет сегодня управлять собственными эмоциями и переживаниями. Так что в этот день готовьтесь к ссорам, конфликтам, скандалам и истерикам. Из-за такой нестабильности люди зачастую не могут оценить ситуацию правильно, в результате чего они блуждают в мире обманов и собственных иллюзий. Вы знаете, энергетика в первой половине дня проявляет себя еще не в полную силу, и справиться с черными мыслями и всплесками эмоций будет проще и легче. Если вы сумеете не терять бдительности, то и во второй половине дня сможете удержать это равновесие между своими положительными и отрицательными качествами. Постоянно сегодня будьте начеку, контролируйте каждую свою эмоцию, каждое слово и уж тем более поступки. Внимательно относитесь ко всему, что происходит вокруг вас. Не давайте провоцировать себя и увлекать в сомнительные мероприятия. Оставайтесь предельно спокойными в любой ситуации. Только это сможет спасти вас от опрометчивых решений. В любом случае, этот день требует постоянного душевного напряжения, так что вечером вы можете почувствовать себя совершенно разбитым и уставшим. Сегодня надо позаботиться о надежной защите от сложных энергий этого дня. Хорошо, чтобы в доме ярко горел свет и не было ни одного темного угла. Кроме электричества зажгите побольше свечей. Лучше, если это будут церковные. Также обращаем ваше внимание, сегодня нужно ограничить себя и в еде. Надо гнать от себя назойливые и пустых мыслей, а также людей, которые так и лезут вам в душу. Перед сном обязательно примите душ, представляя себе, как вода смывает с вас всю чуждую, дурную и темную энергетику. Что же касательно стрижки в этот день, то лунный день благоприятен для обновления прически. Сделайте сегодня стрижку, которая вам давно нравилась, и вы останетесь точно довольны. Остригая волосы сегодня, вы сохраните больше энергии. Впоследствии сохраненная энергия пойдет на оздоровление волос и кожи вашей головы. Со стриженными волосами также уйдет все плохое. Негативная энергия покинет вашу жизнь. Люди почувствуют это и потянутся к вам. Освободите место для веры в самого себя и откройте для себя новые перспективы. Вам даже не придется ничего делать, все само будет идти к вам в руки. Сегодняшний день подход для снятия наращенных волос. Эффект будет аналогичным. Если вы уже недавно стриглись, но обновление прически все-таки вам хочется, помойте сегодня голову и состригите кончики. Примите расслабляющую ванну и позвольте воде очистить вас. Окраску лучше сегодня не делать, иначе в следующем лунном месяце могут появиться всевозможные финансовые проблемы. Сегодня можно экспериментировать с прической, чтобы привлечь энергию природы в следующем лунном месяце. Также обращаем ваше внимание, в этот день даже мысленно нельзя строить никаких планов, а тем более начинать что-то новое. Благоприятнее всего сегодня заняться несложными повседневными делами, которые будут связаны с домом и хозяйством. Нельзя верить никаким обещаниям, слухам или прогнозам на будущее. Кругом будет бродить туман обмана. Нужно соблюдать и осторожно буквально в каждом действии, от работы на кухне до перехода улицы. Подсчитано, что в этот день случается большое количество всевозможных аварий и несчастных случаев. Поэтому, пожалуйста, друзья, будьте сегодня внимательны и осторожны. Мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни.